Здравствуйте, кто смотрит это видео, с вами Алена Пекур, дизайнер нарядов для торжеств. Например, мне нужна фата в готовом виде, нижний слой у которой длиной 80 сантиметров, а верхний длиной 70 сантиметров. Очень простая формула. Складываем вот эти две длины, длину верхнего и длину нижнего слоя, то есть 80 плюс 70, получается 150 сантиметров. Вот мне для ее изготовления понадобится квадрат размером сторона квадрата длиной 150 сантиметров, то есть кусок, еще раз повторяю, 150 на 150. Складываю пополам, можно сказать, по длине и по ширине, ну, скажем так, для того, чтобы было понятно. Вот, например, квадрат, я его складываю вот так пополам и вот так пополам. И теперь ориентируюсь, мне нужна точка, в которую сходятся все сгибы. Вот из этого угла я откладываю радиус и черчу дугу. Что я сейчас и буду делать. То есть вот у меня эта точка, где сходятся все сгибы. И я откладываю радиус. Откуда он у меня берется, этот радиус? Вот я сложила ткань пополам. Замеряю, какой он у меня. Если 150 на 150 у меня квадрат, то я делю 150 на 2. Вот он пополам сложенный, этот кусок. У меня получается 75. То есть вот этот радиус 75, 75, 75. Отложила, отметила. Отложила, отметила. Отложила, отметила. Отложила, отметила. Провела дугу и по вот этим меткам выкраиваю ножницами. Результат. Вот такая заготовка для фаты. Дальше я не спешу раскладывать полностью, просто от этой точки чуть-чуть сдвигаю, так, чтобы разница между слоями у меня составляла 10 сантиметров. Соответственно, верхний будет 70, нижний будет 80. Центр я временно фиксирую, обозначаю себе булавочкой английской. На этом участке я буду пришивать впоследствии гребень. Совмещайте середину гребешка, вот этот край, посмотрели. Можете сделать это зрительно на глаз, можете, если хотите, очень четко замерить сантиметром. У меня вот здесь длина вот этой дуги 9 сантиметров, соответственно 4,5. Это серединка будет. Я совмещаю с серединой вот этой линии на фатине. То есть вот этой частью будет пришиваться к гребешку и затем одеваться на голову невесты. Если фата просто вот такая вот обрезанная, без какого-либо декора, я пришиваю гребешок, и, в общем-то, работа закончена. Если я запланировала или клиент заказал, что по краю должен быть какой-то кружевной декор, например, вот такой, то я пришиваю декор по одной линии и по второй линии. Если какие-то дополнительные, допустим, в разброс стразы или жемчужины, то я все это делаю сначала вот в раскроенном виде, а потом уже пришиваю к гребешку.